Здравствуйте, друзья! Сегодня в этом видео покажу, как затачивать нож на брусках. Я взял вот обычную тряпочку посудную. Ну, вы тоже возьмите вот посудную тряпочку, этого хватит. Она нужна для того, чтобы брусок не скользил. То есть, вот видите, сейчас вот деревяшки скользят, а брусок уже не скользит. Возьмете вот так, подвернете, положите прямо. Все, прочная конструкция, теперь ее сложновато сдвинуть. Вот брусочек. Значит, предварительно бруски нужно замочить в воде. Я для этого ведро использую. Можете любую емкость с водой взять. Так вот положить бруски. И минутки 3 пусть они напитаются водой. Бруски напитываются водичкой. Подождем минутки 3-5. И все. Как бульки исчезнут, так можно начинать. А начнем мы с крупного зерна. Это вот обычный брусок. Купил в строительном магазине. Ничего обычного. Но можно купить хорошие бруски. Есть там японские, там всякие разные. Я просто на обычных брусках. Вот в строительном магазине. Вот крупное зерно. Вот мелкое зерно. Надо начинать вам лучше с крупного зерна. Теперь нам нужно определиться с углом. Точить нам нужно вот этот вот подводик. Вот видите? Вот эту вот часть. То есть на ноже спуск. Вот он. И тут еще как бы получается вторая заточка. Это подвод. На какой угол вот нам его надо заточить? Если вы хотите, чтобы ножик подольше заточку держал, там нужно сделать угол, то есть потупей. То есть его немножко от бруска поднять. Будет как типа топорик. Если вам нужно ножик поострее, чтобы там хорошо колбаску, помидорчик там где-нибудь резал, то нужно угол поострее. Поострее, вот так вот потупей. Ну, примерно вот на глаз. Потом вы уже наработаете руку, уже будете знать, как вам что и нужно делать. А сейчас, ну, давайте на средний уголок заточим, вот так вот градусов 30, чтобы он и подольше заточку держал, и как бы средненько вот резал. Можно, конечно, и до бритвочки его доточить. Ну, в процессе, в общем, поймем все это дело. И вот под углом примерно 30 градусов. Начните с этого, потому что если делать совсем острый его, это долго на бруске точить, потому что угол будет вот такой. Это вот этот подвод, вот видите, вот здесь вот как бы вот от спуска, вот этот подводик, вот этот бугорок надо весь убирать. Процесс очень долгий будет, потому что это сложно. Вот эту кромку сносить вручную, вот этот бугорок между спуском и подводом. Вот ставим примерно под углом 30 градусов и начинаем. Вот такими вот движениями от себя, то есть на режущую кромку. И поехали. Можно в одно движение, то есть вот по всей плоскости ножа проходить. Можно в два движения. Сначала носик, потом немножко на середину переходить и на заднюю часть ножика. Вот такими вот движениями. Брусочек смачивать можно, его нужно чистить тоже, потому что он забивается крошкой. Вот видите, она будет мешать. И вот таким вот точим. Я вот как бы ножик на две части делю. То есть, чтобы побыстрее было. Сначала одну часть, потом типа вторую часть. Можно в одно движение, как я сказал. Вот попробуйте, как вам будет удобно. Потому что брусочек мне бы вообще подлинней бы. Ножик-то длинный. Мне брусочек бы вот такой бы длинней. Тогда я вот сразу с носика бы начал и до конца. До самой задней части ножа. Вот такими движениями. Можно поагрессивнее, то есть в эту сторону давим, в обратную меньше давим. Просто можно по воздуху. Но по воздуху сложнее потом поймать угол. Так что вот такими движениями. Одну часть, вторую. И вот точим, выдерживая угол. Видите, образуется образец. Всего надо убрать. Вон, видите ли, на ноже. Тоже вот губкой аккуратненько так раз стерли водичку здесь. Вот, почистили его. Можно взять мыльце, можно взять жидкое мыло. Вот. Я не стал брать, я просто на водичке вам. Самый простой способ. И продолжаем. Специально взял палочки, вот не сказал вам, чтобы был повыше. Потому что если положить вот так брусок, ну, мне не очень удобно, я буду вот кулаком задевать по столу. Брусок у меня потому что невысокий. Ну и вам тоже советую, если покупать бруски, то подлиннее вот такой вот брусочек. И повыше, чтобы было удобно. Ну, можно положить, как вот
Вот так вот. Вам будет удобно. Повыше, видите, кулак у меня по столу не елозит, не мешает мне ничего. И приятно работать. Вам советую так же делать. И вот точим. Давайте посмотрим, что получается. Смоем губочку. Вот видите, подводик. Вот он, какой хороший, большой. Еще нужно вот что не досказал. Вот, допустим, от марки стали зависит. Это вот у меня это клапанная сталь. То есть углерода 40, Х10, С2М. То есть углерода 0,4%. Если у вас, допустим, ножик с высокоуглеродистой сталью, 95 Х18, это углерода. У меня здесь углерода 0,4, потому что 40. 95 Х18, то углерода уже почти 1%. Он точиться будет, конечно, сложнее. Нужно что-нибудь, брусок там пожестче какой-нибудь. Строительный уже, наверное, будет сложнее, он будет нарезаться. Этот-то нарезается, вот видели, как абразив образуется. Обычные кухонные ножи там, из сталь как бы обычная там, то можно, в принципе, любой брусочек. Сталь посложнее, то можно уже брусочек, даже, может быть, и алмазный взять. Потому что сталь жесткая. Брусочек будет стачиваться быстро. Пройдите по ссылке, посмотрите, где я точил ножик, терку, ножницы бруском. Посмотрите. Продолжаем. Точим. Не бойтесь поцарапать ножик, ничего страшного. Если будете учиться. Возьмите какой-нибудь такой, который вам не жалко ножик. А потом уже, который более такой ценный, уже когда получше научитесь. И дело пойдет. А мы точим. Ну, вот теперь могу по всей длине идти. То есть вот с носика на пяточку ножа, на заднюю часть. Вот и поехали. Можно такими. Надоело в два движения. Точим так. То же самое сейчас будем делать на второй стороне. Заточил я на второй стороне. Как переходить на зерно мельче? Когда? Как понять? В общем, переходим, посмотрим заусенчик, как образовался. Вот он с одной стороны, когда одну сторону выточили, он есть. Вторую сторону тоже он есть, все равно он есть. Мы его убрали, но он немножко есть. Переворачиваем брусок. Тут более у нас мелкая часть, мелкое зерно. Смачиваем губочкой. Не боимся воды налить. Лейте сколько хотите, лишнее не будет, все равно впитается. И начинаем ту же процедуру. От носика и поехали по всей плоскости. И давим. Можно вот такой вот заворотик делать. То есть попадаем в этот подводик наш, который выточили в кромку. От носика и поехали. Вот такими движениями. Как будто хотим брусочек нарезать. Туда давим, обратный ход холостой. И вот. Вот видите, начинает абразив образовываться. Когда носик немножко точим, чуть приподнимаем, потому что, чтобы попасть в этот подводик, чуть поднимаем, потом немножко опускаем, когда вот переходим к середине и к задней части. Чуть подняли. Вот такое движение. Все равно, чтобы зацепить носик, надо немножко как бы поднять ручку, то есть вот вверх. Опять подводик и поехали. Вот эту часть поточим. Среднюю часть вот такими движениями. Полукругом вот таким. Посмотрим. Видите, вот он подвод. Все точится. Подвод прям большой, хороший будет. Все, сейчас надо убирать нам нож. Вот такими вот уберем движениями. Посмотрим. И здесь промокнем. Отожмем. Губку отожмите. Все, камешек чистенький. Я просто с водичкой без мыла. И продолжаем наше движение. Процесс трудоемкий, но это же ручная заточка. Это без всяких приспособлений, просто.
вручную на коленке. Брусок. Это то есть самый мелкий для опасных бритв. То есть вот он. Вот я на нем, в общем, заточил уже обе стороны. И теперь, вот я убираю это в сторону. Теперь вот он, вот что получилось. Теперь вот у меня кожа приклеена. Теперь мы полирнем на коже. Можно сказать, заточим, но полирнем. Тут уже точить по лезвию нельзя вот так вот на лезвие, потому что порвете кожу. Вот такими вот движениями. Режущие кромки. И вот по всей лезвии ножа. Вот таким вот. Убираем заусенчик. Кладу ее и поехал. Давлю нормально. Носик. Убираю заусенец. И вам советую тоже вот таким вот образом делать. Уберете заусенчик, будет резать хорошо. В ближайших видео покажу, как это сделать. Могу даже в этом видео показать. Это вот деревяшка и приклеенный кусок кожи на момент. Ну, чтобы она была не жесткая. Если на жесткий клей приклеить, она будет деревянная, будут бугры. На момент он более-менее такой пластичный. И вот, что получилось. На какой-нибудь пластичный клей я на момент сделал. Все равно некоторые задиры тут есть, но вот одну сторону полирнул, теперь вторую. Так вот от лезвия. Можно вот такими движениями. Вот. То есть беру режущую кромку, попадаю в подвод и вот себя. Вот так. Несколько разиков. Сторону. Можно как опасную бритву, но это надо по всей длине. Опасная бритва маленькая, вот по ремню вот так вот делают. Можно вот так, так, носик так, так. Ну что, давайте испытаем, что у нас получилось. Затратил я времени примерно полчаса. Ну вот режет, но немножко подрывает, конечно. Не идеал. Ну, вручную, естественно, на простых брусках. Ну, вот так примерно режет. Вполне достаточно. Вот для кухни, для рыбалки, охоты, туризма это вполне достаточно. Чтобы нож, допустим, строгал листочек, это уже как бы просто, как вот он его шинкует. Как будто раз, два, три, четыре, пять. Это уже нож в бритву. Два раза палочку, до одного раза. Раз и два провели по палочке. Вся бритвенная заточка ушла. Она и не нужна. Нужно, чтобы он обычную заточку держал долго. Вот в чем дело. Бритвенная заточка это вот. Два листочка порезал и раз палочку черканул. Ее нету. А нож нужно, чтобы заточку держала более-менее нормально. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.